Итак, это снова Илья и мой канал Антимрак. Почему психология продает тебе образ несуществующего человека? Мне бы хотелось продолжить тему общества потребления на моем канале на примере обсуждения психологии как сферы, образовавшейся в чистом виде как продукт общества потребления. Вообще психология как сфера услуг продает тебе такую попсовую идею о сверхчеловеке, которым ты можешь стать. То есть некто вещает тебе о том, что есть некий образ человека, к которому ты можешь приблизиться, потому что ты изначально какой-то неправильный. Но какой человек с позиции психологии может стать образцом такого сверхчеловека? Может быть, это Илья Муромец, или Терминатор, или какой-нибудь Стахановец, производивший несколько норм в день. Почему эта психологическая шушера всегда упускает один момент, заключающийся в том, что каждый человек формируется из своей уникальной совокупности факторов. Но психологическая пропаганда прямо-таки побуждает чуть ли не каждого анонировать на некий образ того, кем он может стать, хотя он даже не может описать критерии того, кем он хочет стать. Почему вообще психология популярна? На самом деле ответ на этот вопрос очень прост. Человек пассивен и физически, и интеллектуально. Он не хочет ничего менять непосредственно в окружающей его среде, поэтому он предпочитает отстраниться от своей реальности, на которую он может влиять уже прямо сейчас. Но ему сказали в Ютубе о том, что есть какая-то чудесная психология, разгадывающая какие-то таинственные загадки в человеке для того, чтобы тот стал сверхчеловеком. Правда, ни слова не говорится об объективных критериях такого человека, но быдло должно клюнуть на это, и при словосочетании «клинический психолог» или «дипломированный психолог» у него должен приоткрыться рот и потечь из него слюна. Так вот, я могу вам привести пример того, какие термины психологи в комментариях под моими видео о психологии используют. Вот, пожалуйста, посмотрите. На людей почему-то оказывает влияние лишь слова, но они не думают, что стоит за этими словами. Им скажут, что Ольга Васильевна является заслуженным клиническим психологом РФ, и каждый из них будет думать, что это нечто серьезное. Наивный человек думает, что есть общественная система, которая все контролирует, заботясь об их здоровье. Но лучше, чем сам человек и его здоровье, никто не позаботится. В силу развития современных средств массовой информации, их пользователи получают доступ к большому объему информации, то есть к интернету, где каждый может заявить о себе все, что угодно. И зачастую бывает так, что одни шарлатаны, пользуясь доверчивостью и неразборчивостью своей аудитории, рекламируют других шарлатанов. Я слышал, как какой-то психиатр высказывался о некоем психологе как об очень профессиональном специалисте, но почему-то у подвергшегося этой тупой рекламе не возникает мысли о том, что если психиатр отзывается хорошо о психологе, то как он может считаться после этого психиатром? Ведь психиатр — это врач, а психолог — это просто инфо-цыган, кормящий свою паству идеей превращения их в сверхлюдей. Медийный смысл психологии в контексте информационной специфики интернета. На самом деле, человек, смотрящий подобных деятелей в Ютубе, первое, что должен он понять, это то, что психолог в Ютубе — это в первую очередь медийное лицо. Алгоритмы Ютуба продвигают те видео, которые лучше всего продают рекламу, а не те, которые могут быть потенциально полезны пользователям. Так что не стоит видеть корреляцию между востребованностью, да,
и полезностью видео. Но обычный пользователь думает, что если нечто не запрещено на YouTube и если оно популярно, то значит это хорошо. Только потому, что эту информацию потребляет большое количество людей. То есть человек машинально идет туда, где наблюдается движение большого количества аудитории. И массовость какой-либо информации вкупе с красивой ее упаковкой убирает всякие критические барьеры мышления у человека, и он начинает думать, что если все это потребляют, то значит это хорошо и для меня. Ему скажут, что гадание на картах это научно, то он будет воспринимать ютубных гадалок как представителей науки. Так вот, психологи это те же самые гадалки, в некую объективность которых, научного предмета которых верит обыватель. Почему у тебя зависимость от психологов? Зависимость от психологов возникает потому, что пропаганда психологических услуг, опять же, торгует образом несуществующего сверхчеловека, которым каждый может стать, если он обратится к психологу. При том, что психолог не апеллирует к тем факторам, которые сформировали данного конкретного человека, обращающегося к нему. Вообще, чтобы понять, кто такие психологи, нужно понять, что такое психологическая предпосылка психологической проблемы. Так называемая психологическая предпосылка предполагает, что если руководствоваться некой идеей, следуя ей, то можно стать кем-то другим. И на самом деле этот кто-то другой это и есть предмет торговли у психолога. Огромная масса людей, захваченные воздействием информационного психологического ширпотреба в интернете, начинают свято верить в то, что если они будут делать какое-то одно действие каждый день, то они могут стать суперменами. Правда, не уточняется вообще, каковы критерии этого самого супермена. Человек готов защищать свою потребительскую иллюзию. На самом деле, глядя на то, что происходит вокруг, меня охватывает чувство отчаяния, потому что я вижу большое количество людей, готовых защищать свою потребительскую иллюзию. Им произнесут словосочетание «клинический психолог», и они готовы оттопыривать уши для навешивания на них лапши. Под моими критическими видео о психологии некоторые комментаторы с рьяным упорством отстаивали некий священный статус психологов, заявляя, что каждый человек должен воспользоваться их магическими услугами. То есть человек даже не пытается разобраться в том, откуда эта потребность в психологах взялась, и кем эти самые психологи на самом деле являются. Так вот, самое главное, чего не понимает человек в обществе потребления. Самое главное, чего не понимает человек в обществе потребления, это то, что возможность потреблять что-либо, выходящее за рамки естественной потребности, не является благом. Приведу простой пример. Раньше я ел много конфет и других сладостей и добавлял еще много сахара в чай, но я заинтересовался тем, как влияет вообще промышленный сахар на организм. Из интернета я узнал, что оказывается есть быстрые углеводы и медленные углеводы. Промышленный сахар, то есть белое порошкообразное вещество, это быстрый углевод, который, соответственно, быстро повышает уровень сахара крови. Он не содержит клетчатки и поэтому не несет в себе никакой пищевой ценности. Так вот, я перестал класть сахар в чай и есть сладкое. После чего у меня кардинально изменились приоритеты в питании, и я стал в целом меньше есть. К чему я вообще привел данный пример? Я привел данный пример к тому, чтобы вы поняли, что потребность, вызванная у вас при помощи рекламы, не является вашей естественной потребностью. Те же самые кондитерские изделия, содержащие промышленный сахар, не несут в себе никакой пищевой ценности, но люди их едят потому, что сладкое вызывает зависимость, не связанную непосредственно с физиологической потребностью. Либо же, например, многие родители покупают своим детям чипсы, которые содержат трансжиры.
вредные для организма, тем более для организма растущего. И многие родители ведут себя очень легкомысленно, потому что они покупают детям пищу, руководствуясь в покупке тех же самых чипсов вкусовыми предпочтениями самого ребенка. Но в случае с чипсами вкус в них усиливается при помощи специальных химических веществ, всякими там глутаматами, не являющимися естественным компонентом того или иного естественного природного продукта. То есть корпорации, производящие такие продукты, как сладкие газировки, чипсы и другие вредные продукты, руководствуются в первую очередь прибылью, то есть тем, чтобы их товар как можно больше покупали. Поэтому в свои продукты они добавляют много сахара и различных вкусовых добавок, вызывающих зависимость от вкуса. То есть то, что у человека есть зависимость от какой-нибудь сладкой газировки, является не его физиологической потребностью, а зависимостью от вкуса и от сахара, который тоже усиливает вкус и вызывает зависимость. И на примере противоестественной потребности строится любая зависимость. Например, ни один человек не рождается с потребностью в алкоголе. Но если в обществе алкоголь преподносится как некая норма, то есть вероятность того, что человек начнет его употреблять, хотя физиологической потребности в алкоголе у него изначально нет. Я уже не говорю о других веществах, которые, например, растут в Афганистане, и об этом как будто бы никто не знает. И как будто бы какому-нибудь государству сложно было бы эти поля уничтожить. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. И если бы о вас заботились на уровне общественной системы, то алкашка бы не стояла в магазинах, заполняя собой целые многометровые ряды. Да? Я думаю, что если вы достаточно честны с самими собой, то интеллектуально, то вы бы ответили себе на этот вопрос. Человек может сохранить свое здоровье, только ясно поняв, что никто о его здоровье не позаботится лучше, чем он сам. В психологических услугах первичным стимулом является потребление. Основной причиной востребованности и как следствие существования так называемых психологических услуг является пассивность человека по отношению к самому себе. Сама специфика современных способов обмена информацией подразумевает пассивность человека. Жизнь в условиях цивилизации предполагает, что ему не нужно тратить всю свою энергию на то, чтобы выжить, и поэтому большая часть его времени высвобождена, и как следствие человеку нужно его на что-то тратить. Он проявляет свою обеспокоенность тем, что он какой-то не такой, и затем имитирует деятельность на исправление этого положения. Просто потому, что у фейковой проблемы всегда будет только фейковое решение. Я не говорю сейчас о проблемах со здоровьем. Например, я знаю такой случай, когда у человека появилась апатия и раздражительность. Его знакомый порекомендовал ему посетить психолога. Человек стал посещать этого психолога. Психолог рассказывал ему про всякие там психологические теории и расстановки по Хеллингеру. И это продолжалось в течение года. В итоге проблема решена не была. Деньги были заплачены. И вот другой знакомый ему порекомендовал сходить к врачу. И после сдачи анализов выяснилось, что у этого взрослого человека было паразитарное заболевание. В итоге, спустя долгое время после лечения от паразитов, человек выздоровел, при том, что психолог занимался жонглированием бредовыми психологическими теориями, которые никакого отношения к реальности не имеют. Этим примером я хочу наглядно продемонстрировать то, что человек должен включать мозг. И если деятельность психолога нанесет ему вред, то в этом виноват в том числе и он сам, потому что он купился на маркетинговую пропаганду психологических услуг. Если человек не сумасшедший, то он должен отдавать себе отчет в том, что из себя представляют услуги психолога и как они могут соотноситься с реальностью, если вообще они могут как-то с ней соотноситься. Человек должен отличать следствие воздействия на себя рекламы и своих настоящих проблем и потребностей. То есть любая потребность, рождающаяся в результате влияния рекламы, не является настоящей, потому что любая реклама призвана
призвана формировать твое отношение к тому или иному товару, помимо твоего собственного представления. Точнее, реклама формирует у тебя представление о чем бы то ни было, которое в последующем становится твоим стойким представлением об этой отрасли. Наличие отрасли потребления не исключает вины потребителя. На самом деле, если даже в обществе потребления существует какая-либо востребованная отрасль, допустим, такая же как психология, то вера человека в нее не исключает его вины, если какой-нибудь психолог доведет его до сумасшедшего дома. Допустим, человек может лечь на операционный стол хирурга, чтобы тот удалил ему аппендикс, и в этом случае удачный исход операции полностью зависит от профессионализма хирурга. Но в случае, когда человек идет к психологу, он на самом деле не понимает, для чего он к нему идет, потому что психолог не имеет дела ни с каким предметом в его так называемой науке. Сам психолог — это, как правило, существо примитивное даже в интеллектуальном плане. Существо с гуманитарным образованием, не имеющее никакого отношения ни к медицине, ни тем более к нейрофизиологии. И мотивация психолога в том, чтобы самоутверждаться за счет своих так называемых клиентов, потому что у самого комплекс неполноценности, и ему нужно, чтобы к нему пришел клиент, с которым бы он мог себя почувствовать великим врачевателем непонятно чего. И великим целителем непонятно чего. То есть, как мы видим, психология появилась просто как порождение общества потребления, в котором человек пресыщен удовлетворением своих базовых потребностей, и ему понадобилась своего рода потребность экзотическая, с налетом экзотической мути, да, чтобы спрос на удовлетворение этой потребности выглядело бы как нечто научно обоснованное, но при этом абсолютно оторванная от реальности. Психологическая проблема имеет исключительно социокультурные причины. На самом деле, так называемые психологические причины имеют исключительно социокультурные причины, и эти так называемые проблемы не связаны с тем, что с человеком что-то не так, потому что они не измеряются никакими объективными критериями. И пример выше приведенного мной случая, когда человек пошел к психологу, а причиной его состояния оказалось паразитарное заболевание, показывает то, что причиной такого состояния явилась объективная проблема, связанная с наличием паразитов в организме. Просто этот человек испытал чувство апатии и раздражительности и решил по совету своего знакомого пойти к психологу. Он полагал, что психолог избавит его от апатии и раздражительности, хотя психолог не изучает природу объективных явлений, да и в принципе ничего не изучает, потому что нет объективного предмета этого изучения. Психология — это в чистом виде пустое теоретизирование, основанное на бредовой фантазийной предпосылке того, что человек без всякой на то причины является кем-то, и также без всякой на то причины он может стать кем-то другим. Весь вопрос заключается в том, что вызвало у человека представление о том, что у него есть некая психологическая проблема. Какими объективными критериями она измеряется и какими объективными же причинами она вызвана. И выше приведенный мной случай демонстрирует пример того, как медицинские анализы выявили объективную причину плохого самочувствия человека, то есть наличие паразитов. Какие такие объективные причины человеческого состояния выявляет психология, по крайней мере, мне не совсем понятно. Всего вам хорошего, удачи, будьте здоровы, спасибо за внимание, до встречи в новых моих интересных видео. Всего хорошего.